Всем привет, народ! Сегодня у меня на обзоре будет довольно интересный и полезный инструмент, как для меня. Ну вот, решил я запилить для вас обзор. Значит, сегодня на обзоре аккумуляторный пистолет для нанесения клеев и герметиков. Вот. Сломался мой, наверное, уже не знаю, 103-й вот этот вот ручной пистолет. Уже злости не было предела, а работать надо было, поэтому я заказал вот такой вот пистолетик, друзья. Аккумуляторный уже, хватит давить и качать эти руки. Вот. Значит, прикупил без аккумуляторов и покупал сразу зная, что здесь установлен щеточный двигатель. Друзья, не знаю какой, но знаю, что щеточный. Вот. Почему так? Потому что эта штука нужна мне крайне редко. Вот. И во-вторых, почему щетки? Потому что, ну, не такой это энергонагруженный инструмент, чтобы там за пару раз эти щетки сгорели. Правильно? Правильно. По сей день работают щеточные шуруповерты, ничего их как бы не берет, но вот для более нагруженного гайковерта, конечно же, да, там надо бесщеточный движок. Итак, комплектация. Вот такая инструкция на английском языке. Мы сразу видим, что инструкция сугубо к данному пистолету, а не какая-то общая. Вот, все в картинках, расписано, видите. Ну, простая такая макулатурка. В принципе-то как бы здесь и читать, и изучать нечего, так как тут все досконально понятно, просто и ясно. Итак, поехали. Есть вот такая стеклянная колба, ну, пластиковая, конечно же. Эта колба используется для того, чтобы пользоваться герметиком, либо сикафлексом, который продается в колбасе. Я такими пользоваться, друзья, не люблю. Не люблю почему? Потому что эту колбасину надо сразу всю использовать, иначе все это дело у нас высохнет. Вот, а у меня таких как бы объемов на герметик нету. Плинтус приклеить мне надо, допустим, да, там уголки какие-то, ну, целиком я как бы не использую. Значит, все это дело у нас откручивается. Сменные вот такие сопла-наконечники есть. Точно такое сопло еще одно в комплекте у нас в мешочке здесь. Дальше смотрим на сам, друзья, пистолет. Вот такая вот массивная машинка. Немножко попозже, если я не забуду, мы с вами, конечно, все это дело взвесим, уберем этот чемодан, да. Вот. Ну и давайте немножко пройдемся по сборке. Сборка, сразу скажу, на оценку, ну, 8, потому что тут шов у нас, видите, виден, не сжат, возможно, отпущены винты. Это все позже будет видно. Здесь как бы все по фэншую, и здесь по фэншую. Ну вот одна проблемка здесь. Может быть, этот вот микрик где-то как-то косо стал и не смыкается. Ну, на работу это никоим образом и никак для меня, допустим, не повлияло. Так, что по управлению? По управлению есть у нас просто курок. То есть нажали, держим, работает. Отпустили. Остановка и обратный ход. Что я вам тут распинаюсь, рассказываю. Давайте все соберем как бы. Вот эта вот манжетка синяя. Есть еще, видите, тоже одна в запасе. Но это опять же для работы с колбаской. Мягкой оболочки. Так, ставим пистолет. Гаечка у нас проворачивается. То есть в зажатом положении. Если у вас плоский носик, мы с легкостью можем этот носик, видите, прокручивая целиком колбу, поставить в любое положение. Так, с этим понятно. Дальше есть вот такая маленькая круглая кнопка. Кнопка разблокировки вот этого вот штока. Нажимаем его, видите, и тягаем руками как хотим. Отпускаем кнопку. Шток у нас уже все не покрутишь. То есть каким-то образом происходит в редукторе разблокировка. Ну, походу, может быть, какую-то звезду оттягивать. Не знаю, позже разберем, увидим, не увидим, не знаю. Вот как-то так. Значит, давайте так сделаем. Смотрите, есть концевой выключатель. Также для него толкатель. Давайте поставим мы примерно что-то вот так вот. И включаем, смотрим. Есть у нас, друзья, 6 скоростей регулировка. Давайте на 6 скорости погоним. Все, нажался концевик. И пистолет у нас остановился. Как только отпускаем курок, обращайте внимание, кстати, здесь на ход. Сразу на 3 мм идет отход назад. И это очень важно. Почему? Потому что вы все знаете и пользовались, опять же, этими злосчастными ручными пистолетами.
Вот, давишь, давишь, там эту колбаску ведешь, эту, вот, и когда надо остановиться, пока ты отщелкнешь эту вот защелку, разблокируешь, да, чтобы все это дело освободить, один фиг там 2 сантиметра этой колбасы где-то там упадет, куда не надо. Здесь же, опять же, давайте вот. Едем, едем, стоп. И сразу же обратка. То есть никакой капли вот с носика у нас не произойдет. Очень классно. Опять же говорю, потому что я этой штукой уже как бы попользовался. Вот, попользовался я, друзья, вот такими баллончиками, ну, то есть тубами, да. Именно эту тубу я использовал, вот, снимая свой первый раз этим пистолетом, самый первый раз наносил герметик. Раньше я покупал такие вот сопла и с таким ограничителем уже сразу по месту пластиковым. Но таких сопел у меня ни здесь не оказалось. Вот поэтому пришпандорил просто кусок проволоки на изоленту. То есть фокус в чем? Допустим, вот нижний край двери. И чтобы у меня не получилось, вы понимаете, кривая такая колбасина, я ложу это на кант и спокойно веду по двери. И получается ровная такая нанесенная у нас слой, ну, нанесенный слой герметика. Вот такой вот кузовной герметик черный. Я видео записал, как я все это дело наносил первый раз, в первый класс, как говорится. Опять же, конечно же, друзья, там по видео меня все устроило, и без видео, и по видео. Но если посмотрит какой-то профессионал, скажет, ну да, там что-то толстовато. Друзья, меня это устроило, автомобиль не новый. Вот, пошла ржавчина по двери снизу, я отпесочил сверху, изнутри, убрал этот старый герметик, все чики-чики, вюртом этим замазал, загрунтовал, зашпаклевал где надо, ну и вот защитил вот этим вот полосой. То есть я специально сделал полосу шире, чтобы ложилось, и немножко сделал толщину потолще, чтобы там все было залито уже надежно. Поэтому меня это устроило. А так, конечно, надо в любом деле, особенно с работой с таким пистолетом, огромнейшая тренировка, как бы и сноровка. Но вот то, что у меня получилось с первого раза, я просто считаю, что я, извините за такую самопохвалу, но я молодец. Это замечательно, клянусь Богом. Так что смотрим видос. Я не волшебник, я только учусь. Ах ты мала. Ну вот как-то так. Наконец сделал такой вот кусочек провода, чтобы шел по кантику двери. Ограничитель такой. Есть такие с ограничителем, но видите, в комплекте их нету. Ну и получилось. Считай, друзья, это первый раз, в первый класс. Вот тут вот немножко я, конечно, не довел, повторно пошло, ну а так вот смотрите, какой шовчик. Обалденный, просто обалденный. Ну вот как-то так. Посмотрели вы видосик, и теперь давайте по комплектации. Смотрите, какое количество разнотипных насадок. Значит, первым делом я хочу показать, как использовать вот такие вот тубы вместо, грубо говоря, колбасы. Для этого нам надо открутить баллон и открутить, и открутить вот этот набалдашник. Это у нас для колбасы. Откручиваем набалдашник, вот он на две части делится, видите, вот такая вот часть у нас есть одна запасная. Гайки запасной нет, ну вот это вот запасная, видимо, может быть ломается, не знаю. Так, и берем из комплекта, у нас здесь есть две гаечки. Берем из комплекта две гайки и вот такую вот шайбу, уже немножко, видите, подржавевшую.
Значит, одну гайку наживляем сюда. Крутим не глубоко. Одеваем вот эту вот шляпу. Вторую гаечку накручиваем сверху. Все это дело поджимаем и смотрим, чтобы внутренняя гайка у нас не торчала за плоскость самой тарелки. Все, теперь берем вот этот вот баллончик. Откручиваем эту штуковину. Ну, вот это вот кольцо я вот делаю следующим образом, чтобы оно не мешало. И закручиваем. Все, тут зажали. Теперь давайте посмотрим по комплектации, что к чему. Значит, огромное количество вот таких вот сопел. Насадочек. Вот. Больше, меньше, совсем маленькие вот есть. То есть огромнейшее количество. Вот таких вот, видите, какая здоровая есть. Можно кузовной герметик наносить там на швы разные. Вот еще побольше есть. Ну, короче, вы поняли, что вот этих насадок тут огромное количество. Есть также вот две такие насадочки внутри резьба. Это переходничок, чтобы мы поставили. Давайте я, наверное, продемонстрирую, раз уж мы занялись этим делом. Герметик пока мы выбросим. Берем переходничок. Закручиваем, берем любую такую насадку, сюда прикручиваем. Ну и, собственно говоря, работаем, да. Вот, также мы имеем в комплекте и вот такую угловую насадку. Тоже классная, просто, я бы сказал, наверное, обалденная штуковина. Вот, наворачиваем опять что-то из этой оперы. Вот, ну и можем мы с вами работать. Не то так, где-то там с-под низу вести шов, не то справа, не то слева, не то как-то вот таким образом. Под углом все это можно делать. Отлично. Так, возвращаем все это дело назад. Устанавливаем наш герметик. И просто вот на столе сейчас попробуем все это дело давить. Так. Делаем разблокировку. Нажимаем данную кнопку. Отводим сюда шток. Здесь у нас поворотная гайка. Поджимаем, зажимаем. Подводим шток. Нажимаем 5. Все, в упоре. Чем хорош еще данный баллон? Тем, что, смотрите, допустим, у меня носик вот предназначен, вот эта часть для работы вниз. И мы легко по данной вращающейся гайке можем это дело регулировать как нам угодно. То есть вот это вот тоже, я считаю, огромный плюс. Ну и давайте, наверное, поехали смотреть, что мы тут и как сможем с вами положить за шов. Я поставлю первую скорость, так как дупло у меня здесь не маленькое. Ну что ж, погнали. И обратите внимание, ни капли мимо. Сразу шток отошел назад, и у нас с носа ничего нигде не течет. Ну и вот такую колбасину здоровую я выдвинул. Можно, конечно, тянуть все это дело быстрее. Получится тоньше. Хоп. И ни капли мимо. Ну и вот видите, две разных полоски на одной скорости. Ширину можно регулировать как угодно. Медленно ведем, получаем шире. Быстрее ведем, получаем уже. Вот, друзья, как-то так это все дело работает. Поэтому нигде, никуда уже тестировать ничего не пойдем. Вот, протестировал я при вас. И вы посмотрели видос, как я наносил все это дело на дверку автомобиля. Сейчас мы с вами все это дело попробуем взвесить. Вместе с тюбиком. Вот этот тубус полупустой. Поэтому давайте с аккумулятором четверочкой. И, наверное, я ничем, никак это все дело не взвешу. Если только не поступить следующим образом. Это мы поставим сюда на весы. А это мы положим сюда на весы. Лежать. О! 2 килограмма 245 грамм рабочего, грубо говоря, веса. Ну, если целую колбасину эту взять, вот этот вот тубус, конечно, будет тяжелее. Будет под 2, там, 700, наверное.
Поэтому как-то так. Все, теперь, народ, разбираю данный пистолет. Посмотрим, что к чему внутри. Все раскрутил, разбираем. Вот такая крышка, вот такой вот пластик. Конечно, тут не супер-пупер, есть много перегородок. Но опять же, нам этим пистолетом ничего нигде не ковырять, не нажимать, ничего не делать. То есть просто держать в руках, что, собственно говоря, считаю вполне себе достаточно. Ну и вот такая вот, друзья, у нас внутряночка. То есть вот такой вот совершенно маленький щеточный движок. Соответственно, редуктор, который тягает все это дело. Значит, в качестве выключателя у нас обыкновенный микропереключатель. Вот, в качестве разблокиратора у нас, видите, вот эта кнопка толкает коромысло. И коромысло, в свою очередь, что-то там в редукторе расцепляет. То есть оттягивает по ходу звездочку. Так, здесь у нас что? Площадка токосъемник под аккумуляторы а-ля Makita. Тонкие проводочки, в принципе, их хватает. Вот, пайка довольно неплохая. Есть контроллер. Так, контроллер давайте вот так покажу заднюю сторону. В принципе, видите, паечка довольно неплохая. Ну, скорее контроллер управления оборотами. 4 мосфета, как говорится, и вот это. И конфета. 6 оборотов. Да, 6 позиций оборотов, 4 мосфетика. Ну и, видимо, какая-то микросхема там по питанию или по чем. Так, это посмотрели. Ну и посмотрим, что у нас за движок. Так, коромысло надо снять. Снимаем штифт и снимаем коромысло. И кнопочку, в принципе, эту туда же. Так, а как это снимается? Все довольно просто. По двигателю никакой маркировки абсолютно нигде, друзья, нету. Не скажу, что это за движок, но совершенно какой-то маленький. Ну и весь привод у нас, видите, как устроен. Вот, вал зафиксирован просто винтиком с шайбой. Просто и надежно. Значит, смотрите, абсолютно сухой здесь редуктор. Вот сюда, наверное, я смазочки немножко положу. Добавлю, да, а вот сюда не буду. Иначе у нас весь шток будет в смазке, и мы постоянно им будем мазаться. И мазать что-то окружающее нас. Вот как-то так. Короче, друзья, все это дело я собираю. Вот. И будем как бы с вами прощаться. Кому интересно, ссылка в описании. Покупал, кстати, на Озон. Вот. Всем спасибо за просмотр, что были со мной. Всем пока. Спасибо за внимание.